Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Канал об узорах, и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте обязательно в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится, и вы оставите свой лайк, а также напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не потерять его. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам хочу сказать отдельный привет, слова благодарности. Вы у меня большие молодцы, вы большая группа поддержки. Спасибо вам огромное за вашу фантазию, за ваши отзывы, за ваши комментарии. Все читаю, на все отвечаю. Спасибо вам огромное. Итак, я к вам с новым узором. Смотрите, какая у меня огромнейшая бобина есть ниточек. Это тоже стопроцентный акрил. Ниточки называются Yarnart Elite. Так, это стопроцентный акрил. Видите? Моточек здесь большой, 100 грамм, 300 метров. Так? И точно так же требуют производители крючок номер 3,5. Мы с вами вязали вот такими ниточками, да? Это получается ниточки Yarnart Baby. Вот, да, кто смотрит, следит за видео, знает. И здесь моточки были небольшие, тоже 100% накрыл. Моточки были по 50 грамм, 150 метров. Это то же самое, так, по составу. И производитель рекомендует точно так же 3,5 мм, поэтому мы с чистой совестью совмещаем данные ниточки, и получится красота. Ну что, свяжем красоту? Итак, кто смотрит мои видео, да, следит за видео, знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Сегодня мы с вами наберем 31 петельку. У нас раппорт узора будет состоять из, получается, из 2 петелек. И мы с вами, получается, набираем 31 петельку, ну, чтобы красивый узор закончился. Итак, мы, как всегда, делаем первую петельку вот такую вот фиксирующую. Когда будем набирать петельки для образца, она у нас, получается, не считается. Так, вот мы ее зафиксировали, все. А теперь набираем 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот. Это наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше делаем одну воздушную петельку. 1. Теперь считаем вторую петельку от крючка. 1, 2. И во вторую петельку вводим крючок. Захватываем ниточку, вытягиваем ее. 2 петельки на крючке. И провязываем вместе сразу 2 петельки. 1. Это столбик без накида. Следующая петелька. Точно так же. 2. Столбик без накида. Следующая петелька. Точно так же. 3. И следующая, и последующая, и до конца ряда мы с вами провязываем столбик вот такой вот без накида. Так. Новички отрабатывают, как вязать столбики без накида, а опытные мастерицы быстренько связали и добежали до конца ряда, а там я вас уже встречу. Договорились? Несложно, да? Давайте. Итак, смотрите, провязали, получается, вот эту вот нашу дорожку. Да? В моем случае получился 31 столбик без накида. Сколько вы набирали петелек, у вас только должно получиться столбиков. Смотрите, последний столбик я провязываю не до конца, потому что я хочу ввести новый цвет. В моем случае это будет такой ярко-голубой. Угу. Опять же, можно вязать тем же цветом, можно менять цвета, как вы хотите. Итак, новички, смотрите, как мы вводим новый цвет в вязание. 2 последние петельки столбика мы провязываем новой ниточкой, и по узору у нас тут 3 столбика, 3 петельки подъема, да, мы делаем 3 петельки. 1, 2, 3, это будет у нас такой, скажем, имитация столбика с накидом. Подтянули беленькую, подтянули ярко такую вот голубенькую, поворот. Дальше, смотрите, накид. Следующий столбик, да, провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. А теперь внимание. Вот так сделали одну воздушную петельку, подтянули ниточку. Теперь мы будем танцевать вот около этого столбика, который только что мы провязали. Накид. Вот так вот его окружаем. Вытягиваем ниточку. Стоп. Накид. Второй раз также. Стоп. Накид. Третий раз. Накид. Четвертый раз. Теперь все вместе провязали, но не фиксируем. Накид. Теперь внимательно смотрите. Внизу, да, в белом ряду, столбик один пропускаем. В следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. Оп. Все. Вот у нас должна получиться такая красота. Что делаем дальше? Опять подтянули так вот петельку, сделали воздушную, вытянули ее, накид, и танцуем теперь около этого столбика. 1, накид,
2, накид 3, накид 4. Все вместе провязали, но не фиксируем. Накид, перешагиваем один столбик беленького ряда и в следующий столбик провязываем столбик наш с накидом. Как вам? Несложно, да? Идем дальше. Опять воздушная петелька, подтянули ниточку, накид. И точно так же будем делать с каждым столбиком. Будем гулять вокруг него, так скажем, хороводы водить. 1, 2, 3, 4. Провязали все вместе, не фиксируем. Накид, перешагиваем через один столбик. Вуаля. Угу. Принцип понятен? Я думаю, понятен. Сейчас таким образом, опять же, через столбик вы шагаете, 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 доходите до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, девчат, ну как? У вас такая же красота получается? Немножечко так вот заворачивается, да? Но не переживайте, мы сейчас стянем, все будет отлично. Итак, смотрите, предпоследний столбик мы провязали с такой же шишечкой, круги поводили хороводы, а последний столбик, видите, мы провязали точно так же, как и первый. Вот. Первый сразу же вот такой вот столбик с хороводом. А теперь получается столбик с хороводом и сразу же последний. Все. Протягиваем вот так вот ниточку и с чистой совестью отрезаем, потому что пригодится она нам не скоро. Понятно? Все. Голубая отдыхает. Приступаем к беленькой ниточке. Итак, наша задача поднять нашу ниточку белую до уровня вот этого верхнего петельки подъема, третий. Так. Вот так вот подтягиваем. Сильно край не тянем, так, чтобы не зажулькать. И сразу же сделали одну воздушную петельку. И сюда же столбик без накида. Теперь смотрите внимательно. Видите? Вот такая вот большая, огромная косичка. Вот такая вот, ну как петля, да? Вот это будет наш ориентир, за который мы будем цепляться. Вот так вот вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Следующее, смотрите. Вот видите, между двумя вот этими вот хороводами вот такая вот петля, видите? В нее входим и провязываем столбик без накида. Опять на хороводе вот на этом, назвала, да? На этой шишечке. Видите, сверху две такие огромные петли. Вот мы в них заходим и провязываем столбик без накида. Опять вот этими, между этими хороводами, видите, вот такая соединительная как бы цепочка, звено. В него заходим и провязываем столбик без накида. И так далее провязываем до конца ряда. Так, то есть, грубо говоря, как бы по 2 петельки. Раз петелька, 2 петелька. Раз петелька, 2 петелька. Если вы все правильно провязали, то у вас должно быть количество петелек вот в этом ряду в белом точно такое же, как и наборный ряд. То есть 31 петля, 31 столбик без накида. Понятно? И все. Естественно, мы возвращаемся к изначальной нашей форме. И получается у нас было так вот полукругом, да, заворачивалось. А теперь оно, видите, выпрямляется. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, видите? Выпрямилась, да? Вот такая вот дуга. Прикольно? Смотрите-ка. Прикольно. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки подъема. 1, 2. Теперь поворот, накид. И в каждый столбик мы будем провязывать полустолбик с накидом. То есть накид сделали. У нас на крючке 3 петли. Мы их провязали вместе. Оп. Накид. Опять вошли в верхушку столбика. И на крючке 3 петельки провязываем вместе. То есть полноценный столбик мы провязывали по 2 петельки, да? А тут сразу же за один раз 3 петли. Вот. И так далее мы гуляем до конца ряда. Отрабатываем новички, да? Столбик наш. Все, по 3 петельки сразу же. Накид, ввели крючок, 3 петельки провязали. Видите? То есть чуть-чуть поднимем немножечко беленький ряд. Красота? Давайте до конца ряда, там я вас встречаю, покажу, что будем делать дальше. Так, смотрите. Вот так немножко приподняли наш белый ряд. И последний столбик, как мы провязываем? Накид, ввели крючок в столбик, провязали вместе все. Вот так вот петельку. И опять оставили наш белый ряд, белую ниточку. Теперь будем добавлять вот такую вот. Я буду добавлять ярко-розовую. Вы можете добавлять, можете не добавлять, можете одним цветом. Имеется в виду, что может быть у вас будет бело-синее, например, там бело-желтое, там бело-зеленое и так далее.
Смотрите, опять зафиксировали розовую ниточку, вводим крючок в верхнюю петельку вот эту вот подъема. Так, сейчас мы ее петельку зафиксируем. Раз, подтянули, кончики убрали. И 3 петли подъема. Раз, два, три. Дальше накид. И точь-в-точь повторяем наш синий ряд. Понятно? То есть вводим крючок в следующий столбик. Раз. Провязываем столбик с накидом. Делаем одну воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Накид. Танцуем около столбика. Раз. Два. Три. 4. Все провязали, не фиксируем. Накид. Перешагиваем один столбик в следующий. Хоп. И все. Понятно? Опять потянули ниточку. И опять танцуем около столбика. Раз. Два. Три. 4. Все вместе провязали, но не фиксируем. И так далее, точно так же, как весь синий ряд. Понятно? Вот. Вот и весь наш узор получается. То есть сейчас мы должны будем что сделать? Довязать розовой ниточкой до конца ряда, а здесь нас встречает беленькая. Беленькой мы возвращаемся. Еще раз я вам покажу. Возвращаемся. Еще раз провязываем еще одну беленькую. И потом можем дальше менять цвет. Давайте, чтобы вас не запутать, сейчас мы делаем розовую ниточку. Здесь я вас встречу. Еще раз покажу, как мы будем делать белый ряд первый. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот розовый довязали до конца, видите, опять как бы расклешается, да, заворачивается, не пугайтесь. Когда будем делать белый ряд, все нормально, нормализуется, будет ровненько. Итак, смотрите, довязали последний столбик, сделали воздушную петельку, потянули и спокойно ее убираем, потому что нам в ближайшее время тоже розовый не понадобится. Подтянули. Теперь переходим на белую ниточку. Сейчас. Итак, смотрите. Подтягиваем аккуратненько к столбику. Провязали, соединили. Так, розовенькая, отойди. Итак, смотрите. Одна воздушная петелька и сюда же сделали столбик без накида. Смотрим опять. Видите? Вот наша петелька большая. Вот наша вот этого хоровода, бубочки, шишечки. В нее ввели крючок, провязали столбик без накида. Вот, между двумя хороводами, видите, вот такая цепь, звено. В нее вошли, опять провязали столбик без накида. Дальше, опять над этим хороводом, вот такая вот петля из двух ниточек, видите? Тоже взяли, провязали столбик без накида. Цепь соединительная соединяет два хоровода. Ну, девчонки, прицепилась хоровод, да? Так будет более понятно. Над хороводом вот эта вот петля с двух ниточек. Вот. И между хороводами. Вот такие вот у нас хороводы. Все. И вот так вот до конца ряда столбики без накида. Вспомнили? Давайте. Там я вас встречу в конце ряда. Так, смотрите, видите? Выровнялась, да? То есть, если до белого ряда вот так вот расходился у нас розовый ряд, то сейчас он выровнялся, верно? Итак, что делаем дальше? Дальше у нас следующий опять белый ряд. Помните, да? 2 воздушные петельки, поворот, накид. И в каждый столбик предыдущего ряда провязываем полустолбик с накидом. То есть накид, 3 петельки на крючке и провязали их все вместе. Раз. Накид, 3 петельки на крючке, провязали раз и так далее. Все, вспомнили, ничего сложного. Как только вы заканчиваете этот белый ряд, вот этими полустолбиками с накидом, вы приступаете к новой ниточке. Это может быть вообще еще дополнительный цвет, 4-й, там 5-й и так далее. Это может быть основной цвет. Возможно, вы вяжете все одним цветом. В общем, как душа пожелает. Потому что вы дизайнеры, вы фантазеры, и вам никто ничего не может против сказать. Понятно? Потому что ваша вещь будет уникальная, и в этом будет ее прелесть. Все. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков. Угу. Посмотрим, что получилось. Замеряем, зафиксируем. Договорились? Встретимся через несколько рядов. Так, девчат, гляньте, что получается. Смотрите, какая красота. Да? Не затейливо, не сложно, но так, для разнообразия, да, узорчики такой, гляньте. Что лицевая сторона, что изнаночная. Ну, в общем, сами выбирайте, какая сторона какая, да. Смотрите, удобнее тем, что краешки ровненькие, обвязка будет классная, удобная, да. Давайте замеряем. Мы набирали, получается, 31 петельку. Ну, вот, например, по белому ряду, да, 20 сантиметров.
А здесь получается, что сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, так скажем, рядов. В моем случае это 11 сантиметров. Если это же плотность вязания, эти же ниточки, этот же крючок, да, вот смотрите, вот такие размерчики будут. Вот так вот, конечно, тянется. Ну, смотрите, расцветки берете любые, да, детские вещи светлые. Значит, да, если это, например, можете одноцветные брать. Допустим, это будет кардиганчик, кофточка. Прикольно, так? Такими вот, смотрите, дырочками получается. Сидушка, накидушка, пледик, наволочка. Ну, как хотите. Смотрите, да? Опять же, в комментариях жду ваши предложения, где можно использовать данный узорчик. Надеюсь, что вам данный узорчик понравился. Вы поставите лайк, напишите комментарий, подпишитесь, те, кто еще этого не сделал, и нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда будет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.